Время хоккейная ставка ТВ. Всем привет, с вами Дарья Миронова и Павел Лысенков. И это наше новое шоу «Игра в тело». Смотрите. А наш сегодняшний гость Артемий Панарин, я бы сказал, лучший хоккеист мира. Кто будет со мной спорить, попробуйте. Мы находимся в ресторане «Пробка» в Санкт-Петербурге. Насколько часто здесь бываешь? Кстати, это интересно. Я тут живу недалеко, поэтому после тренировок, я в юбилейном тренировался еще все время, готовился к сезону, поэтому здесь на обед всегда после тренировки. Все хоккеисты скатывают бывают? Ну, я думаю, что... набегут, зачем вы рассказываете? Я думаю, что бывают-то точно, но как часто, я не знаю. Давайте поговорим про лето. Как ты провел лето? Я знаю, там на банане катались, на плюшке, это я не знаю. С агентом причем. С агентом, да, на переговоры летели на банане. Проверяли так, конечно, там носом в эту подушку. Я смотрю, через 2 минуты у него уже слива красная. Потом мы еще без шлемов на мотоциклах рассекали. Ну, это... На тракторе еще видели. На тракторе, да. Активное лето, короче. Активное лето, на самом деле, единственное, мне понравилось, что в этом лете то, что слишком оно активное было, потому что в Питере мало совсем побыло времени, а так получалось, там, приезжаешь на 4 дня, улетаешь на неделю куда-нибудь, опять дела накопятся, приезжаешь, быстрее их там начинаешь делать. А какие дела? Цветы полить, там, рыбу покормить? Да нет, ну он там, дед сейчас приехал в Питер. Он к нам придет еще, да? Да, дед придет попозже, сейчас у него там с бабушкой на свидание ушли. Так что не будем мешать. Поэтому там куча, на самом деле. Так. Как у тебя родилась идея с этой гениальной фотосессией на скотном дворе, тельняшка, сапоги, трактор? Где ты трактор взял? Никакой идеи, это обычные мои дни. Да? Да, это что там, трактор в корке наем. Там, где ты машину взял, вот это тогда, вот это вопрос. А трактора там в достатке. Так, посмеяться, пошутить. Знаю, что всем нравится, веселое настроение, хорошо, почему нет? Там нормально люди живут, как или санкции ты ударили? Потому что, знаешь, вот, кто-то воспримет прикол, но кто-то воспримет всерьез. Глубинка страдает от американских санкций, Артемий, так, Курица, троллит Буш или их. какая? А, яблоки Буша, не курица. Да. Ну как там живут люди-то в квартире? Живут. Я сейчас только что друг говорил, ни слова о политике. Да. Без политики, абсолютно, без политики. Но на самом деле По жизни. не совсем так хорошо, конечно. Так я все равно, когда там проводил больше времени, я этого не замечал, не с чем было сравнивать. Сейчас пожил в Санкт-Петербурге, там рядом с Москвой, в Америке. То есть я вижу, конечно, уровень жизни совсем другой. Они там даже люди. Ну, в принципе, в чем-то плохо, в чем-то и хорошо, но и не знают, и живут счастливо. Вот, так что, ну, конечно, даже, ну, элементарно хороших продуктов, там, если даже у тебя есть деньги, ты купить не можешь. Потому что производители туда даже не повезут хороший продукт, потому что там кому их продавать. Тебе что больше нравится? Алтай ты любишь, да? Мегаполисы, ты все равно, видишь, посещаешь везде. Ницца, извините меня. Все покупают, приезжают в Москву, покупают квартиры на Стоженке. Мало кто не Вот видит. ты любишь мегаполисы больше или маленькие? Сейчас, да, я, наверное, люблю больше мегаполисы, хотя После раньше... Коламбуса? Нет, ну я просто была в Коламбусе. Коламбус вот на самом это деле мегаполис. хороший город, да. Да, но чем ты там занимаешься? На самом деле точно тем же, что и в Чикаго. Ага. Мы там выходим погулять с собакой, игра, отдых, там выходной, даже выходной, когда есть что делать и нечего делать, мы там просто элементарно какой-нибудь пойдем в магазин, что-то посмотрим, покушаем, пообедаем и назад отдыхать. И там же Ужин все равно не дома. как в Чикаго. Я вот просто Ну, около National White выходила брать интервью, и на самом деле там парад шел причем, и у людей спрашиваешь, вы знаете, что на этой арене происходит? Концерты. Просто люди даже, многие не знают, что там хоккей. Есть такое, Ну, да. не как в Но Чикаго. популяризация, конечно, Да, совсем другая, популяризация. потому что я там элементарно в Чикаго, не знаю, там на стадионе дети, которые находятся, не знают тебя все по-любому. Здесь там можно идти, там среди, наверное, вот я шел, наверное, человек 200 детей, вообще ноль, никто. То есть там как бы... Баскетболом больше, а, Там американская команда, американский футбол, вроде популярная, хоть она колледжная, по-моему, там, но... То есть они играют, там весь город ходит в их майках. А в Питере? Но в плей-офф Кепочка тоже на нормально. глаза в Питере? Как? Не, на самом деле я заметил, что в Москве меня больше узнают, чем в Питере. Будто за ЦСКА играл, на самом деле, за СКА. Играл кубки. Ну, поэтому Вообще, узнают. да. Такие, АСКА, враги. Да. Вопрос такой у меня, вот как вы перестали скрывать? Потому что вот в Инстаграме Бобровского, совместный сторис. Так мы как-то особо и не скрываем, так просто не афишируем. Ну, вот.
Может быть, этот был момент, что Олег Знарок перестал быть главным тренером сборной, какой смысл скрывать? Потому что, я не знаю, что бояться, на самом деле, если хоккеист классный. Слушай, ну там звезда НХЛ какой-нибудь брать, а так думать, вот. Там, Отрабатывает имя. Нет, даже вообще же не в этом дело. Вы там, наверное, про Алису, да, спрашиваете сейчас? Ну, Получается. Это Ну можно ладно, запикать. Хорошо. не, ну а что, это просто... Нет, Да. смешно выглядит, что скрывать, потому что все Нет. понимают, Нет, что подожди, ты такое. говори, а я в это время буду пи делать, и все. Мы на самом деле не скрываем, вообще мы просто не афишируем особо это, и все. Дело не в том, что там я даже переживал, что мне там будут говорить, что я сборную так, Ну, бред же Подожди, как полный. это да. называют? Я в порядке Сын же. полка. Блат, Ну, Блат, окей. Дэвид Блат. Но что у нас полстраны так что я не исключение, если что буду, поэтому все нормально. Но давление, то есть все равно как бы Да страшно? нет никакого давления, мне Осуждение, вообще не знаю. пофигу настолько, я говорю, последний год поработал над своей психологией, и мне А пофигу на как? все. Вот это Нам ты в нужны тему попал, советы. это попал в тему. Это очень крутая тема, да. Как работать над собой, над своей психологией. Ну, это сложно на самом деле, очень важно, это вообще в жизни, вообще в любом, наверное, направлении, да, психология, Да. особенно в спорте, да и не только, наверное, стрессоустойчивым надо быть и так далее. Но я не знаю, это, наверное, со временем с опытом приходит. Я не скажу, что я добился, чего я хотел на данный момент, но гораздо лучше, просто все лето я там старался внушить себе. Ну как, Что я- читал, мантры Да повторял. нет, эти вообще и книги вот эти все, они только, я не знаю, засирают голову. Ну, по моему мнению, потому что я слишком восприимчивый, и, может, кому-то и подойдет. Я там лишнего начинаю уже думать. Как-то, наверное, надо полегче жить просто, особо не заморачиваться. Ну, как бы баланс тоже, это сложный вопрос, такого какого-то секрета или рецепта одного нету. Каждый, наверное, должен пройти это надоесть должно как-то и сказать, пошли вы все нафиг. И остаться при этом человеком. Ну, Да, конечно, помогать да. зверюшкам. У вас же тренер Да, Джон я Тартарелло мухи собачку. спасал даже, О, муху. Вот, мух надо спасать. Такая вот моя система, пошли все нахрен. Если раз что. ты такой Ну, с открытый. уважением, как бы, я там, если меня что-то касается, просто я не то, чтобы я плохой человек или охреневший или так далее, это я делаю, чтобы лучше Ну, лезть была не моя надо карьера там, и так куда не далее. надо. Я, конечно, Да? ну это да, ну Не чуть-чуть. лезьте куда не надо. Забор все равно есть у Артемия. Да. Но ты раз ты такой открытый, ты можешь нам хотя бы вот намекнуть, какие у тебя планы на сезон? А, Ну, намекнуть хотя бы. Там, ну, я- так что намекать-то? Я могу впрямую сказать. Я готовлюсь. У меня контракт с Коламбусом 1 год. Все. Ну, многие же переживают, а что дальше? Вот и я переживаю, что дальше. Нет, только что сказал, что мне похрен все. Мне все похрен. Один из самых ужасных моментов в твоей жизни, который рассказывал, когда ты был 8-летний мальчик, потерял билет на автобус. Недавно это перепечатали американцы, это читал, я плакал, это триллер был. Ты вспомни этот эпизод? Тебя что, водитель бы не посадил до Коркина, нам сказал, иди отсюда, ты Не, ну маленький. мне было там, не знаю, ну, мне было точно до 10 лет. А вот я в районе, наверное, 8, что-нибудь такое. Да. Не помню. Главное, чтобы в другом интервью я где-то не сказал 5. Вот. И все, мне давали билет домой в Коркино, на билет на автобус, и накинь сухарики и воду, там, грубо говоря, так. И все, я купил билет, пошел купил сухарики, воду, съел, выпил, все, там до автобуса 10 минут. И я раз, а билета-то нету, я его потерял. А деньги, а сухарики уже здесь. Вот. Я в туалет. Вот. Все, ничего не сработало, я выхожу, принимаю решение реветь. Все, стою, реву погромче. И все, ждал, когда ко мне кто-то подойдет, и не знаю, там уже будем выкручиваться. И все, подошли 2 мужика и говорят, что ревешь? Я говорю, сухарики были невкусные. Вот. И все, они мне дали деньги, сказали, только точно купи, потому что они думали, я побираюсь и там обманываю и так далее, что я актер, могу реветь, если когда захочу. Вот, так что все, я пошел счастливый, вот так деньги держал, когда нес со всей силы, чтобы не вылетели никуда. Все, быстрее в автобус и домой. Сейчас ты можешь, например, пройти по ночному Коркино, человек там, по сути, вот, мегазвезда там, нашего хоккея, с бюджетом, который как бюджет всего Коркина, за него зарплату. Ну вот просто, ты же Хватит там в детстве считать говорил, чужие что деньги, страшно. Павел. Не, но все равно страшно это или нет?
То есть ты как это там? Или тебя все знают, что ты там просто абсолютный там кумир, и тебя все будут на руках носить? Да не, я Вот не как думаю, всё что это там будет? как раз, наверное... Ну нет, знают не все. Хулиганы знают? А хотя бы? хулиганы могут и не знать, так Серьезно? что 100% это да, придется им бежать, придется, как обычно, в принципе. Вот. Я всегда коньки ношу с собой, потому что на коньках О. я быстрее в любом случае, даже по асфальту. И если что, сваливаю. А мы о хоккее будем говорить или Давай. нет? Ну, нет, ну, например, все обсуждают сейчас, многие клубы КХЛ переходят на финскую площадку. Вот размер имеет значение. Канадцы приехали в Сочи, выиграли, им пофиг вообще. Маленькая, большая площадка. Я думаю, я не знаю, для чего это они делают, но это же не только там из-за того, что мы станем сразу же лучше играть. Нет, это там Многие для думают болельщиков, там, для зрелищности в хоккее, там, для привлечения, потому что чтобы интереснее было. И все. Ну и заодно, раз уж в НХЛ такие площадки, а это первая лига мира, то, наверное, Типа лучше мы будет. КХЛ под вас косим, НХЛовцы? Почему под вас? Под них? Нет, Немножко это под выходец отсюда. Наиль ну, Купов сказал, что в НХЛ предвзято относятся к русским. Наиль Купов сказал прямым текстом, ты это К ленивым чувствуешь? русским. Ты это так вот чувствуешь, предвзято. что к тебе относятся предвзято? Я этого, честно, не чувствую. Вот. Я думаю, все это, наверное, и как бы это, может, так жестко звучит, это, наверное, из-за игры все. Если ты там где-то находишься в своей команде в топе, то, соответственно, вопросов к тебе не будет никаких. Если у тебя такая ситуация, такой же, как американец-канадец, может быть, и что-нибудь. Ты ни разу не был в Док-хаус, как они говорят? В Чикаго, может быть, когда вы летали первый раз? Ни разу, у тебя все было супер. Или, Эти русские или тебя клюшил виноваты. кто-то. Потому что бывает, Да например, не. там проспал тренировку с Кульчаком был такой, ему там штраф, там туда-сюда, попадал под пресс. Да не, но я не думаю, что там как-то особенно, поэтому я говорю, это, наверное, от игры все. Вот у меня даже пример, я пришел в Чикаго и сразу же начал, можно сказать, неплохо играть. Да. Вот. Ну, и я вот третий год, да, я по-английски 2 слов связать не могу, интервью да? не... Да. А, я тут прикалываюсь, сижу. Ага, я вообще не понял прикола, что ты там А, сказала. Я не знала. Вот. И все, и мне никто об этом не говорит. Всех устраивает, показываешь результат, все нормально. Если ты там где-то, можно так сказать, ковыряешься, конечно, тебе нужно и английский знать, и улыбчивым быть, и так далее. Ну, то есть... Когда Тартарелла, то есть, орет, ты не понимаешь, что он там говорит. Вот, да. Может быть, это моя, кстати, все пофигу-то, это из языка, я ни хрена не понимаю. Помогает это очень. Джон, о чем ты? Ты, главное, знаешь имя Джон все время Starbucks, так же? Джон. Да, вот это. да, Джон, у меня точно. Джон. Как Про шутят, Панеру как брать. шутят в НХЛ? Сколько галстуков тебе перерезали? Или это уже ушло в прошлое? Галстуки, пены, все это уже Не, ушло в прошлое? не. Или по-прежнему? У Торт. меня ничего не было Над ним. такого. Вот, поэтому я Это где, в Коламбусе не было или в Чикаго? Коламбусе, Или в вообще Чикаго не было нигде ничего такого. Короче, Прибивали без ботинки шутников даже? просто. Не, И ты не прибивал. Может, они я нож боятся с собой просто. ношу. И уже Я новичка не- не было. Был. Что Чикаго? делать? Я выступил как надо. По-нашему. ну а Видос, чё главное, чтобы заставляли нигде не В делать? Вегасе, появился. да, это было в В Вегасе? Вегасе, Вегасе да, было? уже, О, да. боже мой. Кричал, ходил утром уже, в 8 утра. Говорю, хорошо, меня тогда еще никто не знал. Такой лепил там чушь. А поражение ты быстро забываешь? Что вообще важнее тебе? Вот каждую игру нужно набирать очки или командный результат? Все же таки все время говорят, мне все равно на личную статистику, главное команда. Лепилы они такие вот эти, конечно, люди. Вот именно. 100%. Можно хоть с честным Но я человеком уже поговорить? честно говорил, да, об этом. Но опять же, нет. есть разные там игроки. Кто-то, допустим, Врет. нет, сейчас сформулирую, определенную задачу выполняет на льду. У кого там не получается много очков набирать, да, не созидательный игрок, разрушительный, он в обороне, соответственно, ему на очки, но он уже понимает, ну что там за них биться. Конечно, если он его наберет, это очко, у них с женой пьянка дома. Вот. А если нет, ну и нет, как бы. А если игрок топового, допустим, уровня какого-нибудь, которого подписывают за то, что он очки набирает, он, конечно, будет переживать, если он не набрал очков, и он хочет всегда быть в лидерах, он хочет набирать очки всегда. Конечно, командный результат — это самое главное, ради чего мы играем, конечно. Но, опять же, вот эти деньги, контракты, кто там вот это напридумывали, болельщики из-за того, что любовь их, это от чего идет там?
От того, что ты там, допустим, где-то чего-то там шайбу на себя поймал, да нет, это все идет, там забил, там голов больше, от этого все надо показывать результат постоянно, ты от этого переживаешь, нервничаешь. Поэтому кто говорит, что на очки мне совсем пофигу, Врет. Кем бы, Давайте ты все стал, попустим. кем бы ты стал, если бы дедушка не настоял, за шоколадки тебя тренировал и не отдал бы хоккей, ты бы кем был? Шахтером, менеджером среднего звена? Доктором. менеджером по шахтерам. По шахте, да? Там. Да. Вот ты, Но у тебя да- знакомый заправщик был в одном из эпизодов, я помню. Там, ты Шуев, который классно играл в хоккей, да? Да, ну, он не Заправщик. классно играл в хоккей, Ну, извините, я работяга. сейчас себя узнал. Но он работяга был, да, но не понимал, как. Ну, чего-то не хватило ему, вот. В общем, целеустремленный, но так сложилась жизнь, чего, ничего. Главное — это здоровье, счастье, Да. остальное ерунда. Ну, повезло тебе, можно сказать. Да? Один Но- из тысячи золотой билет, да, вытянул. Да, наверное, так, что все сложилось. Но не то, что все равно там что-то я и делал, и работал там над собой. Но опять же, это только пришло там лет в 16, наверное, я начал в себя приходить и понял, что, наверное, хоккеистом быть не так уж плохо. Вот, да. А до этого, как бы, ну, как все, никакой дополнительной работы, ничего. Но, говорю, это, наверное, деду спасибо за того, что мне за этот интерес, который он ко мне привил, как бы каким-то образом, это тоже к родителям, на самом деле, нужно это так как-то сделать, чтобы ребенок не понимал, что, чтобы он сам этого захотел, подстроить, там, не знаю, эпизоды какие-нибудь там, подгадать, чтобы так получилось. И все, я развивался именно в каком-то там игровом направлении. Я всегда был на улице, всегда играл в какие-то игры, там, мяч, там, то есть везде у нас мяч был. Футбол, баскетбол, это развивает голову. Бабушка вратарь. Да, бабушка вратарь. И если там в зал ходить, как бы, не надо в зал ходить вообще. Ну, не совсем, нет. Самое главное, с детства нужно заложить интеллект спортивный, вот этот игровичка, да. Потому что мышцы можно накачать, там, скорость добавить, но когда ты не соображаешь, куда шайба вообще может пойти, чтобы быстрее дойти до их ворот, ты Ты не соображаешь. не соображаешь, да. Ты читаешь умные книжки. Расскажи людям, куда вкладывать деньги. Да какие я сейчас. книжки И читаю? самая твоя дорогая покупка за лето. За это лето? За лето. За это лето. Банан в Ницце или подожди, Может что быть, это да, было? действительно. Да. У тебя там вниз на all inclusive, там, знарок кофе носите. еще. Наверное, трактор вот этот. Трактор Ну, купил ты? ладно, я уже? шучу. Ну, Да, и если подарил честно, Челябинску. Куинт подарил. наверное, мне часы. Вот Часы. эти? Да. Что за часы? Ну, они так с виду не самые дорогие. Ну да, они не самые Классика. дорогие. Я и не трачу много. Это вот они самые дорогие, что я Тебя купил. всё А Я- время сколько они финансы стоят? тянет. Мне интересно. Вот, они же такие, у меня были здесь такие. У меня будет такие, как- ты где, в Китае 600 покупал? 600 долларов. Евро? тысяч 600 тысяч. Рублей? рублей, да. Ты подписан на, значит, всего 3 Два. аккаунта, да? Нет, часы, 2 пары, или там 2 аккаунта, я не знаю, и что-то, краткие факты какие-то. Там Да. что-то бананы есть полезно, что-то в этом роде. И женщины больше всего любят, когда им делают комплименты о попе. Да, ну я просто смотрела, на что подписан Артемий Серьезно? Панарин, и Там изучал. написано в эти группы? Да, да. А, ты даже не знаешь? Может, тебя взломали и подписали? Нет, это я подписывался, но я на самом деле это так. Вот я еще тот инстаграмчик, я стараюсь сейчас вести, вот людям интересно, я стараюсь это делать. Но то есть там наркоманить, вот подписываться на кого-то там. Ну а почему часы-то? Потому что я вот часы загорелся ими, выбирал их какое-то время, определенный был у меня момент, месяца 2 там. И как раз мне эта тема интересна, и я везде ей себя окружал. В Инстаграме подписался на часы, там смотрел, сям Притягивал смотрел. к То себе есть, часы. да. Ты должен был бы стать амбассадором, тебе бесплатно дали и все. Ну сейчас дадут, сейчас в мы... Инстаграме, да. Сейчас, да. Ну, так все делают. Дайте джишоки хотя бы бесплатно. Да, да. Часто тебя останавливают полицейские? В России, в Америке в чем отличается? В России, наверное, подписал на плакатике, уехал, в Америке... Я же руки- угоняю сразу. Да? От них, правильно? Так и надо. Ну, Нет, ну в шутка, Америке... это на самом деле На закон, машине куличка. закон надо соблюдать, это шутка, все. Да. Да, я особо не нарушаю, поэтому не часто, но и не узнают. Вот. Единственное, сейчас, кстати, мы из Коркина ехали в Екатеринбург, там человек узнал немножко. Вот. Что сказал? Да ничего, отпустил. Я на тебя Ну, я, подписан. кстати, не нарушил ничего, они же просто останавливают. А, Что права, да. остановил, Да, да? да. Вроде как нельзя, а когда ты скажешь, а зачем остановили? Проверка документов, все, и что ты? Че, нечем крыть, как говорится.
Это мне тоже не нравится. Чего Мне останавливать тоже не просто нравится, так? да. Ну, И в мы-то Америке понимаем, они почему. сзади видят, там ты превышаешь. Они понимают, кривый, почему. Мы, да. точнее, должны понимать, почему они останавливают. Это уже Да, все люди, у всех американщина. семьи есть. Надо, Это уже американщина, я такая А же. что? Типа, зачем нарушать мои права, останавливать меня просто так, я ничего не нарушала. Ну, в чем-то я согласен, да. Я, кстати, гораздо, если честно, пожив в Америке, гораздо к правам человека стал относиться. Я сам себя еще воспитываю, чтобы в обществе тоже там ничего не нарушать, но это еще не в идеале. Не То есть шумишь, я то есть все равно где-то я еще горкинский пацанчик, где нарушить там что-то где-то с третьего ряда там повернуть там и так далее. То есть я еще не созрел на то, чтобы чисто как по-правильному. Надо еще, наверное, пару лет или повзрослеть просто. Любимый город в Америке есть? Пока нет. Ну что, даже в Калифорнии не нравится? Океан, Мне солнышко, 4, Флорида, не знаю. Да, все нравится. Нью-Йорк, все шумит. Сейчас Как вычислим. в Корке. Лос-Анджелес, такие Нью-Йорк. Да, у меня все Да записано, нет, как на у самом деле отличницы. так много красивых городов. Много. Ты говорил, до чемпионата мира, мы с тобой встречались, ты говоришь, тебя не цепляет футбол, тебе ММА интереснее. Сейчас он тебя зацепил, и Дзюбу, может, там передашь как-то привет, или начал насколько ты больше интересоваться. Один вопрос про футбол, но у тебя что-то поменялось в этом смысле? Нет, я смотрел 2 игры там с Испанией и еще, по-моему, с Хорватия. кем-то, с Хорватией, да. 3 даже, еще первую, по-моему, где 5-0 Саудовская выиграли, Аравия. да? На этом все как бы, ну, интерес, чтобы я зафанател, как бы нету такого. Здорово, кстати, ладно, расскажу. Ну, ладно, Говори. ничего не буду. Нет, Всё. нет, ну все уже рассказывай. Я даже прочитал мысли. Какое? Им дали заслуженно, а тебе не дали. А, это? Почему тебе не дали? Для тебя действительно звание что-то значит, да, там, по идее, заслуженный мастер спорта. Вот. Для тебя оно значит, то есть мы знаем, там, за что дают, не дают. Им дали вот просто за 8 место. Вот мне самое непонятное, реально, единственное, что это 8 место. Я так понимаю, что вот почему такого бунта сильного не было, наверное, среди людей. Хотя у нас и так особо народ не бунтует. Да. Вот. Это потому что, говорится, 1/4 там или какая, да? Ну и половина даже не знают, что это 1/4. Вот. Но 8 место все-таки это даже не 5. Хотя за 5 тоже, по идее, нельзя. Мне единственное, я хотел, конечно, высказаться в своем инстаграм об этом. Меня отговорили там, я вообще, Да, конечно, потому что был ты всё просто мне раскопируешь. обидно было, что за ребят там из менее популярного спорта, там, кто там, те же травмы, те же... Мне просто за родных футболистов стало, как бы, и они радуются за это, и хорошо. А так, конечно, это несправедливо, мое мнение такое. Любимая музыка у тебя есть? Монеточка, гречка или Земфира? Что ты выберешь послушать в машине? Гречка? Монеточка, гречка или Земфира? Гречка. Гречку по-моему. даже я не Я знаю. вот монеточка мне нормально. Земфира тоже. хорошо. Монеточка. это- Монеточка. Ну, такая песня, там, голосок такой, что-то, если бы ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, Это вот так хит, там. это хит сезона. Ну, Да? реально, Да. вот такая там. Вот такой я любитель музыки, да, все уже понятно, в принципе. Нет. У меня плейлист, что Как, за 3 Бузова года... там? Не. Вот, Давайте вот, об этом про- тоже не будем не говорить, будем пожалуйста. Про Ольгу, да. почему? У меня был билет на концерт, но я не пошла. Я узнала, что хоккеисты пойдут, и я решила не идти, чтобы, думаю, господи, еще на Бузова я не видела хоккеистов. И не пошла. И Да, плейлист. Про плейлист И. лучше давайте говорить. Получился обо мне, блин. 40 песен за 3 года я накопил. То есть я вот 3 песни услышу, я живу с ними вместе там 4. Их слушаю только и все. Горячая ротация. А какие песни? Какая последняя? Кики Do You Love Me сейчас? Нет, последняя, если был моряком, я бы, или как, я бы Если трубку был курил. моряком, что-то. Я бы трубку курил, да, Да. Федук. Да. О, реклама. Он на нас подпишется. Да. Вот если завершать тему Бузовой, вот мы сидим в ресторане «Пробка». Нет, Она же из у меня Питера. реплика просто в Давай. ресторане «Пробка». Она не такая тупая пробка, я на своего О менеджера май купил гад. в центре Москвы 3-комнатную квартиру. Менеджер. Ну, ты То есть щас. она может там дурочка. Своему менеджеру? Да, то есть ты бы Дэна Мишлена купил там А особняк. в чем на она Майами. не То есть я говорю, то, что она может там прикидывать тупой пробкой, но она рубит такие деньги, настолько выстрелит. Она А. умная очень в этом смысле. Она Нет, ну знает это тренды, классно. она знает тренды. Да, это точно. В этом она молодец, Да. на самом деле. Видите, Не сколько молодец пользы, народ, когда тебя который, муж бросает. Не молодец народ, которому интересно именно то. Вот самое обидное, что чем ты делаешь проще, выражаясь мягким языком, тем людям это больше нравится. Но это тоже бред какой-то. Ну, и
За что она молодец, потому что она, правда, знает тренды и знает, что Не-не-не, нужно... как говорит Ольга, я создаю тренды. Тем более. Я Почему мы создаю сейчас про тренды. Ольгу Бузову Давай перейдем к говорим? грустной, Я не знаю, самой Павел, грустной только теме. его деньги и Бузова Самая грустная интересует. тема в интервью. Насколько контраст любит спорт в России и в Америке, потому что закрыли Спорт ФМ, слушай, радиостанцию. Я к тому говорю, что в Америке, наверное, в каждом дворе там стадион, а у нас единственную радиостанцию закрыли. У нас вот просто любовь к спорту, да, вот все говорят, футбольная страна, после чемпионата мира, согласен, но вот это бросается в глаза? Спорт в Америке и спорт в России, насколько разные отношения. Мы вообще спортивная страна Россия. Ну, конечно, спортивный, по-любому. У нас много талантливых ребят. И Может, денег не хватает, инфраструктуры? не хватает денег на стадионы и так далее. Американцы еще бизнесмены сильные, они продать могут все. Они вот придумают спорт и заставят тебя поверить, что это очень крутой спорт и очень интересный. Бейсбол. Американский футбол тот же, да, но вот очень мало людей поймет его право так со стороны посмотреть, что там происходит. А если еще прийти на него на стадион и смотреть, когда ты не понимаешь, там вообще черт что происходит. Они 5 секунд бегают и минуту лежат, там кучу их разнимают, потом в итоге после И вот так свистка. еще. Да, потом вот там показывают 3, 5, 7 за спиной, опять 5 секунд, и опять ты сидишь 2 минуты ждешь, пока они там разберутся что-то. Ну, то есть, и они вот, им очень это нравится, то есть все они могут продать. Поэтому вызывают интерес у людей ко всему. Самый веселый вопрос. Это был самый грустный, а самый веселый. Расскажи, как ты чуть не подрался на Магнитогорской свадьбе, и чему тебя научили Тавгаев в твоей жизни, Мирости, Вау. Яблонский, Крис Саймон. Ты был свидетелем на свадьбе, получается. Почему Свидетелем того эпизода, да? Почему я не подрался? Потому что я не понял, что происходит вообще. Я же был прям в С куче. кем драться, не понял. Да, я даже не... Там началась такая куча, что я так растерялся. Шли по Я так улице, растерялся и убежал. шли по улице Магнитогорский, Артемий и два перца. Тавгаев? Яблонский Не и так, Мирости. не так. Шли мы с одной целью. Отдохнуть. Вот. А там уже были отдыхающие, которые отдохнули как Уже следует. готовые, Да, да. они уже готовы, они уже отдохнувшие. Все. И они нам говорят: хай, что ты факаешь там этим ребятам, нашим большим, там свадьба какая-то была, и все. Мы туда заглянули, занято, и ушли. Они за нами пошли, там нас было, наверное, человек на самом деле 7, вот, может быть 6. Их там 3-4 человека, наверное, и там мы с парнем. И все, и я стоял сначала, объяснял минут 10 этим. Дипломат. Да, я как дипломат города Коркино. Приехал в Магнитогорск, Магнитке, да. договариваться о бизнес-проектах. А я им объяснял, что это не надо, там, эти ребята, бойцы, не надо, все, мы пойдем спокойно. Но, соответственно, когда ребята отдохнувшие, да, они, Они конечно, не не слышат, понимают, да. они не слышат, и они хотят добиться своего. Ну, Ну и и кто все, добился? ну и что, штабелями лежали эти ребята, прям вот так в ряд. Ужас, зрелище, конечно. И все это А фотка происходило есть? секунд 10. Нет. Мы на самом деле туда уходили, я их быстрее забрал, ушел, все, мы шли, там у нас Бобик остановился, полицейский, что происходит, их вызвали сразу же там. Выбегает там мама невесты, орет, что вы наделали, ревет там просто, блин, Мужу. эти просто лежат какая-то. Вот, и все, мы пошли в А другое говорит, место. игрой в тело не занимается. Да я-то Просто нет, скрутили. я-то вот так что-то где, чего, бам, все лежат. Ну ладно, я забздел на самом деле. С каким человеком ты на один день поменялся в жизни? На один день с человеком, с каким? Путиным мог бы стать на один день, мог бы стать Илоном Маском на один день, мог бы стать Дэном Мильштейном. Дэном Мильштейном, ну а что он как бы это... Получше Дэн, контракт бы привет, себе да. сделал, да? Да, опять Кем? Дэн, Может быть, привет. Мадонна там, ну, женщина. Мадон- Смотри, как женщина. Филиппом Киркоровым. Да. Или вот этим Один день Федуком, теле Федуком, Да, на самом деле. моряком. Вот интересно посмотреть оттуда. Ну, наверное, конечно, Владимир Владимировичем. Интересно, так посмотреть, как это просто управлять такой махиной. Какие качества в людях ценишь? В девушках, там, не знаю. Да не, ну порядочность, ум, конечно же. Вот, все. Ну, много качеств. Но, наверное, главное, чтобы человек был умный, с ним можно было поговорить, чтобы он был сообразительный, не просто честный и тупой, а умный, хитренький и чуть-чуть честный. Сейчас мы сделаем тест.
твоя девушка родилась в один день с Дашей. Это 14 Какой-то августа. день? 14 августа. Ну что ты ответил? Нормально. Это был тест. Ну, ты знаешь, ты что? Я не А об этом нет, говорю, я есть не об мужчины, этом говорю. которые не помнят. Расскажи. Да, это я в этом году только запомнил. Вот, тем более. Не, расскажи, как Лучшие строить черты отношения, как характера относиться львиц. к девушкам-львицам, а это О. мы проверим ее реакцию. Она скажет, так или не так. Как интересно. Да. Девушки-львицы, как с Советы, ними, да. как с девушками-львицами обращаться и так далее и тому Ну, подобное. ты расскажи, мы посмотрим на реакцию. Так, а что, тебе же надо рассказывать? Ты мне, а Да, бы да, я буду слушать. Блин, ну надо быть... Это на самом деле сложнейший вопрос, вообще к нему не готовился. Еще бы. Я не знаю, если честно, на него даже ответ. Я такой, как есть, и все. Быть собой, Конечно, собой. мы Надо все быть равно собой. там не Да, это правда. все у нас там ровно. Это как у всех, все равно есть какие-то недопонимания, решаем их со временем. Ну, со мной тоже непросто, я скорпион же, и поэтому... Скорпион? Воу! Да, это воу. самый Я такой как бы- Мне знак. кажется, львы и скорпион это прям... Ножик в так спину, показалось. ножик в спину. Скорпион. Ну Вау. да, и Как мне как тебя бы тоже, терпят да. львицы, я не Да, знаю. Да. Мне очень сложно терпеть, и я не знаю, как она пока с этим справляется. Последняя философская тема, на которой ты думал. Ты думал над философской темой какой-то? Из Убрызгала бы спросили, он бы сказал, там, космос, вселенная, Медведи, куда мы вообще, цирк. смысл жизни. Есть тема, или ты просто не паришься? Да не, я так на самом деле запарчивый очень человек, я могу задуматься сильно. Но так сейчас просто не вспомню, о чем. Может быть, книжка подтолкнула какая-нибудь? Я же читаю, как правильно это фамилия, Агасси, да? Теннисист. Андрей Агасси, Андрей сидит Агасси, да. с ракеткой. Про него читаю книгу. Конечно, Биографию, он там да? тоже еще Я тот читала. актер, когда он говорит там, не знаю, кто читал, особенно люди не спортсмены, наверняка, и сказал, какой красавец. Он молодец, конечно, я еще не дочитал. Но там момент есть, когда он говорит, у меня была травма, я там не мог ночью встать с кровати, там что-то, и на следующий день он уже играл, без уколов, без ничего. Но я как спортсмен понимаю, если ты реально такая у тебя травма, ты не можешь встать, какой там играть. А он говорит, у меня первый удар был больно, второй не так, а третий вообще нормально. Хорошая травма, думается мне, боец ты вообще. У него, конечно, со спиной, я так понимаю, проблемы там потом сильные были, но он не эту травму описывал. Ну, то есть не может человек так просто. То есть он тоже там нормально Немножко погоны врет. себе вешает, да. Когда ты Звезды. последний раз плакал в жизни? Может быть, фильм «Хатико» какой-то? Я на Или самом- у Зубнова. Я даже у Зубнова я вчера был, сегодня Да? еще поеду. Да. Я на самом деле очень Сентиментально. сентиментальный, да, и прям чтобы реветь, я, наверное, это было там, может, лет 5 назад. Чтобы чуть так помочить глаза, он постоянно. Вопрос такой, знаешь, вот технический. Я понимаю, знаешь, когда люди обычно, даже не денег касается, просто технически. Люди получают там зарплату, да, им приходит смс, когда там раз в месяц или два раза. Как хоккеисты получают? То же самое? смс, чек Нет. в НХЛ. Ну, ХЛ чек Конверсию приносит в дают, раздевалку, да, ну, да, смс-ку, Пейчек, я да? не знаю, да. О-хо-хо-хо. Я на самом деле такой человек, как деньги, конечно, хорошее средство в этой жизни, да. Везде, много где они могут помочь, но для меня пока, наверное, может быть, потому что они есть, и поэтому как бы я особо не заморачиваюсь, я даже не знаю, по каким дням у нас зарплата. То есть у меня когда там появилась зарплата в 100 тысяч в месяц, я уже не знал, когда у меня зарплата следующая, мне хватало этих денег. То есть я, конечно, сейчас чуть побольше трачу. В каком клубе ты говоришь? В Витязе Правильно. был, да, Ну, или но... шокировали вот эти? А? Ну, или шокировали? Да как-то? нет, вообще, потому что они не шокировали, потому что не было этой цели именно заработать денег, там цели спортивные стоят там какие-то жизненные, а это уже как бы приятный бонус, да, который, в принципе, очень нужен в нашем мире, что тут скрывать. Вот. Я тоже так размышляла. конечно. Теперь Спорт ФМ закрыли, и все, я теперь не могу так. Я теперь буду считать. Да, надо. Но все наладится, как говорят на Первом канале. У тебя есть супер вопрос, я перехожу к анкете, Супер вопрос. который ты там... Вопросы, которые раздражают. Супер вопрос. Да нет, вообще нет такого на самом деле. пофигист. Мне пофигу, все. Странный скорпион вообще. Не бесит тебя никто на улице? Бесит очень сильно. На улице. Бакланы есть такие, Да? по моему мнению, они, наверное, нормальные люди, но как бы я вспыльчивый человек, и то есть
эмоции не всегда получается контролировать. И что бы я ни делал, я не могу справиться. Только я забываю про контроль, все, я кого-нибудь пошлю. Но это я не понимаю, это на ногу тебя наступили или что? Или тебя толкнули, или очень там? Ну, кто-нибудь грубиян, хам какой-нибудь, вот он в обществе себя ведет очень так вызывающе, вот они меня просто бесят. Девушки там. Ну, это не так, вот там, не знаю, как бы превозносит себя, и, там, ему надо показать, что он крутой. Ну, вот вообще многие такие ситуации. Да, давай. Раздражает. Отвечай одним Играем, словом. нет. Или. Я тебе там дам два на выбор вопроса. Отвечай или. Я в этом не участвую. Одним словом. заранее говорю. Алиса в «Стране чудес» или сказка о потерянном времени? Алиса в «Стране чудес». Алиса Селезнева из будущего или Маша из Петра и Васи? Из будущего. Алиса, да? Да. Лиса Алиса или Кот Базиль? Алиса. Алиса Френдлих или Вупи Голдберг? Вупи Голдберг. Ты шаблонные слова. А что было это? Алиса Френдлих, питерская знаменитая. Да я даже, если честно, не знаю. Как? Подождите, она «Мушкетеров»? Да, «Мушкетеров» на королеву играл. Каждый Новый год показывают «Мушкетеры». Твой ответ Вупи. Алиса или ДДТ? Алиса. Группа Алиса, Настя. Да я не знаю вообще, я половину просто говорю, слышу Алиса имя, мне прям сразу сердце Любимое имя, да? Последний вопрос. Любимое женское имя? Алиса. Алиса. Вы правнуков ждете? Правнуки? Да. Нет у меня еще. Ну вот, я говорю, а хотите? Так я вот жду, мне уже Вот, возраст. вот, да. Жду, чтобы я хотя бы, он мне бы разрешил на коньки его поставить. Да. Вот я его же поставил по традиции, хотел бы еще бы. И тогда уже можно. Нет, я вас поддерживаю и желаю вам, да. Ну, я надеюсь, может его скажет, все-таки по традиции будет. Не, ну о чем еще девушка может говорить, да? Это Да, шутки, смысл, конечно, шутки, да. Как Артемий сыграл на Кубке Сладкоежки? Кубок Сладкоежки был. Как он сыграл? Как на Кубке Сладкоежки я сыграл, хорошо? На кубке? Кубок Сладкоежки. В детстве был? В детстве мы в Тюмень ездили, Сладкоежка, помнишь? В детстве, конечно, мы же были, что там, 7-8 лет. И мы 2 раза ездили там. Там приз был Сладкоежка в Тюмени. Это всегда. И приезжали там много ребятишек. Мы их сами одевали, их еще помогали одеваться. И так вот занимались. Он хорошо отыграл уже там. Но свои они прижимали. И вроде по большинству шайб Артем забил, но насчитали того лучшее. Вот это вот я помню, до сих пор обижен на это, что лучший-то игрок был, Артеме надо давать было. Он в то время уже показывал. Вот тут были эмоции уже начинал. И как это все это бросать, никто бы не бросил. Он у меня уже летал в облаках. Родители говорят, у нас был бы такой бы сын, мы бы в облаках летали. Я говорю, ну, стараемся. Все-таки ведь я же играл, и я подсказывал его. Подсказывал, и дома не хватало нам часа. Мы дома занимались с ним. Клюшка на ковре, шторы закрыты, я на воротах. Он колотил мячик эти. И только углы обои трещали. Бабка ругается. Я говорю, так я же делаю. Я же обои-то клею. Вы заклеим, пусть делает и все. И вот это помаленечку я ему внушал вот это все. Чтобы 2 минуты не получал. Это страшное дело. Ты подводишь команду. Вот это было у нас закон. Он помнит, если помнит, может я... И вот сейчас напомню, что за 2 минуты я ему долбил. В 65-м году на чемпионате мира в Финляндии мы были туристами. И вот там я убедился, как Тарасов за 2 минуты стружку снимал с игроков. Чернышов следил за игрой. Все. А этот Тарасов обрабатывал ребят штрафников. И Волков получил 2 минуты. В чужой зоне получать 2 минуты. Это тоже Артему вошло в голову. Он
Смотрите, там это в НХЛ, и здесь он получал статистику, посмотрите, меньше всех. Два последних вопроса. Как вам игра Артемия за Коламбус? Что вам нравится? Вы смотрите по ночам, как он играет? Все ли нравится, как там на площадке происходит? За Коламбус. Игра в Коламбусе. Ты Арте- подожди, ты услышал вопрос? Ну, что, нравится? Как тебе моя игра в Коламбусе и все ли тебе понравилось? Ведь когда Артем позвонил мне, что он переходит в Коламбус из Чикаго, я это уже узнал. Он мне прямо сразу, еще только с Алтая, с самолета по лестнице позвонил и сообщил. Я говорю: Артем, ничего страшного. Я эту игру знаю, мы знаем, что ты там не подведешь. Вот там, что Кейн там, он без Кейна хорошо сыграл и доказал всем, кто ошибся, о его вот этом. Он постарался. И просьбу деда выполнил он. Покажи им Кузькину мать. Вот так я сказал. Последний у меня вопрос такой. В детстве у вас была фраза коронная. В самые тяжелые моменты тренировок, вы говорили Артемию: терпи, шоколадка будет. Сейчас эта фраза работает по жизни? Вы можете сказать: терпи, шоколадка будет, он будет делать все, что скажете? Это когда я тренировал его и возил на лед, мы уже там занимались посадкой. Называли лягушатник, это в тракторе. Вот такая зонка была. Да, и вот там-то я его садись. Он подъезжает ко мне, спина болит. Садись, говорю. Он на противоположную сторону уезжает и выпрямляется. У меня клюшка была, и я по борту. Он опять увидел, он тогда меня слушал, потому что он поперек лавки еще лежал. Он слушал меня, а сейчас он вдоль лавки, он уже... За шоколадку уже ничего не сделает. За шоколадку уже ничего делать не будет. Он за шоколадку, конечно, обещал шоколадку, все, что ты. Я шоколадку дам, и все. За часы Куплю. сейчас Ну, вот такое было. сладкое. Занимались, конечно, мы, еще не хватало этого месяца. Он еще сам над собой работает. И так и до сих пор он, сколько тренировки проходит, он говорит: я еще остаюсь и занимаюсь. Это большая трудоспособность. Это он именно хоккей любит. Спасибо вам большое, вы замечательные люди. Давайте Да, сделаем спасибо. селфи и отпускаем уже Селфи. Артемия. Ему надо бежать 2 часа, мы договорились. Селфи. Да. Вот давайте Причем с селфи. 2 телефонов, да? Будешь? Все это. Селфи, да? А что селфи. это? Что, не знаешь селфи? Ты же ВКонтакте сидишь. А, да серьезно?